Здравствуйте! Сегодня в этом видео хочу поговорить о 3 способах шлифовки. Первая — это ручная шлифовка. Вторая — это набор машинки шлифовка. И третья — это шлифовка на наждаке. И первое, что начнем, это шлифовка вручную, обычной наждачкой, которую можно купить в строительном магазине. Вот беру обычный ножик, можно его поставить на брусочек, можно вручную. И вот начинаю затирать вот эти вот рисочки. Можно водичкой, водичка еще лучше. И вот начинаем тереть. Долго. И вот так вот трем, пока вот это вот не уберем. Можно взять, конечно, покрупней, но потом, боюсь, после крупной наждачки вот это вот рисочки очень плохо убрать. Поэтому я вот беру и немножко подольше тру. Ну вот, взял вот палочку, обычный брусочек, можно его закрепить, можно ножик закрепить. Ну, как бы так вот, на коленке, быстро-быстро. Вот трем. Вот смотрите, что получается. Надо брать покрупней. 120-я. Ну, 120-я, конечно, сейчас затрет. Вот видите, вот затирает. Ну и вот таким вот макаром. 120-я, потом помельче 240-я, 400-я, ну 800-я, 1200 и потом 3 типа стегоя. И это вот у вас, наверное, на полдня растянется. Вот такой вот маленький ножик. Если взять вот такой, это уже, наверное, целый день уже уйдет. Ну, в зависимости, опять же, какие там вот на нем вот такие вот потертости всякие разные. Ну вот. Трем. Технологию поняли. Вот еще даже не дошел. Значит, еще надо крупнее брать. Опять же, в зависимости от повреждений нужно брать соответствующую наждачку. Если у вас большие повреждения, то можно взять, вот у меня 40-я наждачка я взял. 40-ю наждачку, 60-ю, 80-ю. Если у вас маленькие рисочки, ну вот какие-нибудь, ну вот такую вот там маленький, то можно начинать сразу со 120-й или с 240-й. Это в зависимости от повреждения. И потом уже в зависимости от ваших, как уже вот вы справились с задачей, начинаете справляться, уже потом наждачку брать мельче. 40-я, потом 120-я, 240-я, 400-я, по степени вот этих вот убирания вот этих вот рисок. Шлифуем. Конечно, энергозатраты большие. Чтобы риски лучше снимались, опять же, можно шлифовать поперек, потом вдоль. И как бы он начинается, металл вот так вот кубиками резать, и он быстрее снимается. Либо вот одна диагональ, вторая диагональ. То есть вот сюда, вот сюда. То есть вот такими вот ромбами или квадратами. И металл быстрее снимается. Вот хорошо убираются вот такие вот ямки, большие риски. Тоже немаловажный фактор. И вот шлифую. Вот смотрите. Вот уже вот убирается. И вот такая вот технология идет. Опять же смотрим наждачку по степени износа. Износилась, берем другую. Чтобы в труднодоступное место залезть, вот сюда, допустим, лучше ее взять вот так вот вдвойне. И вот, но осторожно, опять же, вот, чтобы не попилить ручку. Ручку можно замотать. Взять малярный скотч, изоленту или обычный скотч, замотать, чтобы вам ее не распилить.
Это, конечно, когда очень много времени, можно и вручную. Но, как сказать, производительность труда намного меньше, чем инструментом электро. Вот. Ну вот. Тут вот видите яма. И вот это вот убрать. Вот видите, в одну сторону попилил. Видите? Наискось, теперь в другую. Вот в две стороны. Но убирается быстрее. Металл срезается. После 40-й наждачки, которые риски остались, мы должны их убрать с 120-й. А потом будем убирать риски со 120-й наждачки, уже более крупной, более мелкой, 240-й. Чтобы нам она не мешалась, такая длинная, мы ее отрежем. И продолжаем. Вот, видите, все глаже, глаже и глаже. Наверное, дойдем до 240 и остановимся, потому что много времени я у вас займу. Это будем смотреть тогда очень долго. Смотрите, вот что получается. Так, теперь давайте 240-ю возьмем. Где она у нас? Вот она, 240. И пройдемся еще раз 240-й. Это я на скорую руку, конечно. Некоторые рисочки не убрались, но я просто ход вот мысли, вы понимаете, что мельче и мельче и мельче зерно. И пока не убрали риски предыдущей наждачки, на новую наждачку, естественно, вы не переходите. Потому что смысла нет. Полировка покажет все. Когда вы пастогою возьмете, все ямы, все вылезет наружу. И опять, как говорится, эта песня хороша, начинать сначала. И можно будет начинать сначала. А вот теперь, если водичкой немножко смочить, сейчас, секунду. Ну вот, смочил я водичкой. Вот, видите, вода. Еще будет с водичкой лучше идти. Ну вот. Образуется кашица, ничего страшного. Вот, шлифуем, шлифуем, шлифуем. Убираем риски предыдущей наждачки. И вот они постепенно давайте посмотрим. Вот, видите, получается. Вот который способ я показал, вот сейчас, ручная шлифовка. Это способ, он дешевый. Купили наждачку в обычном строительном магазине. И берите и вот делаете. Но он длительный и много усилий занимает. Вот просто в чем разница. На электроинструменте, конечно, будет быстрее. Но электроинструмент это надо все равно покупать, что-то делать. А это ничего не требует. Просто стол, брусок и наждачка. Результат будет такой же, как после электроинструмента. Будет то же самое. Просто, как я уже сказал, длительность. В следующем видео мы покажем на бормашинке, как мы шлифуем. Будем продолжать нашу шлифовку. Бормашинка, конечно, будет быстрее. Но опять же, это цена бормашинки, цена вот этих вот насадок всевозможных. И опять же, не всегда их можно найти. Потому что нужно разной зернистости. То есть крупное вот здесь вот в комплекте у меня было одной зернистости. То есть вот оно крупное зерно,
чтобы дальше продолжать, вот вы сначала большие риски убираете крупной вот такой вот наждачкой. Потом нужно насадочку с меньшим зерном, чтобы убирать предыдущие риски. И так далее. Но их в комплекте не было, поэтому надо все закупать. Вот в чем разница между ручной и заточкой на электроинструменте. Но бормашинкой быстрее, опять же, технологичнее, легче. Усилий практически только удержание бормашинки. Ничего не нужно там это тереть долго-долго-долго. Намного будет быстрее процесс. Ну и давайте начнем. Она с регулировкой оборотов. Вот рекомендую поменьше обороты ставить. Скорость большая здесь не нужна, потому что можно поджечь кромку металла. Можно просто сталь отпустить. Отпустить — это значит закалку сделать намного мягче. То есть можно даже, вот нож может даже посинеть, а это значит твердость ушла, и нож будет быстро тупиться. Поэтому рекомендую первую скорость. И обороты не слишком большие будут на первой скорости. Ну, естественно, защитные очки и... В общем, начинаем. Техника безопасности превыше всего. И начинаем. Включаем. И поехали. И начинаем водить. Вот такими проходами. Видите, как риски убираются быстро? Здесь уже надо и опять же нюанс. Чтобы мне подлезть вот сюда, я уже не подлезу. Вот видите, мне уже нужен к машинке уже насадка, гибкий вал. Уже гибкий вал нужно одевать. То есть это еще закупать затраты. Вручную я бы спокойно подлез. Значит, все равно берешь бормашинку, если гибкого вала нет, или докупаешь его, определенные деньги тратишь, чтобы сюда подлезть, я уже, видите, не подлезу. Здесь я искорябаю, вот таким вот способом буду лезть, я уже вот наделаю вот таких вот дел. Поэтому только вот без ручки можно шлифовать. Ручка мешает. Либо это добрать вручную, бормашинка, ручная наждачка и убирать. Вот в чем минусы. То есть по деньгам будет еще дороже. Ножик желательно обмотать скотчем, изолентой вот ручку, чтобы вам ее не шлифовать ручку, не задеть. Малярным скотчем тоже хорошо. Вот работаете вот таким вот образом. А вообще лучше вот так идете. Если ямка, вот таким вот способом, крест-накрест можно. Сюда, металл снимается быстрее. Но потом же опять неровности должна быть четкая ровная поверхность по всей длине ножа. Тогда шлифовка ведется правильно. Вот мы добились, смотрите. А теперь насадок, вот у меня мельче, нужно переходить к более мелкому зерну, чтобы убирать вот эти вот риски после вот этой вот наждачки. Что нужно делать? Нужно либо покупать вот такие, либо делать самодельные. Про самодельные шарошки у меня есть видео, можете посмотреть по ссылке в описании. Но у меня тут есть шарошечки, мы сейчас возьмем и продолжим. Тут вот еще, который шлифовал я, вот насадочка. Тут зерно примерно 60-й, но не указывает, производитель не указывает, какое тут зерно. Вот самодельная насадочка. Вот ее можете посмотреть тоже, как я делал насадки на бормашинку по ссылке в описании. Вот я ее замотал. Тут 600-я наждачка. Вот после 60-й сразу 600-ю. Но это я просто в качестве примера беру.
И вот давайте начнем. Включаю. И вот шлифую. В чем плюсы насадочки, что она такая маленькая? Допустим, в отличие от вот этой. Я могу глубже вот сюда под ручку залезть. Вот практически, вот видите, прям под нее. А вот этой насадкой я уже не залезу. Если вот этой насадкой, уже нужен гибкий вал. Уже никак патроном не залезть. Даже что вот так, что вот так она будет насадка. То есть вот плюсы самодельных. Не требует затрат. Ну, продолжаем. Вот что получилось. Вот смотрите, немножко вот я замазал, потому что изолента здесь вот, это изолента начернила. Но это можно вытереть спокойно. Вот смотрите, видите, какая гладенькая. Уже практически можно вот сейчас пастой Гоя идти после 600 и будет такой поверхность такая вот матовая. Сатин называется. То есть матовая блестеть не будет. Но видите, буквально 5 минут все заняло на одну сторону. Вот в чем плюс электроинструмента. Чтобы сделать для конца, если вы хотите, чтобы блестело в зеркало, дальше переходить нужно на 800-ю наждачку. После 600-й сразу 1000-ю нельзя брать. 800-я, допустим, 1200, 2000 и потом уже паста Гои. Опять же паста Гои по номерам. Уже в зеркало уже паста Гои номер 1, номер 2 уже будет. Она тоже по зерну. Их 4 вида паста Гои. И все будет в порядке. Тогда достигнете желаемого результата. Продолжаем нашу серию ошлифовки. И теперь вот хочу показать вот такую вот на наждаке шлифовку. И в чем же ее отличие вообще от бормашинки? Бормашинкой большой объем работы не сделаешь. Потому что она в основном для мелких работ. И для труднодоступных мест. Где-нибудь вот подлезть, там винтик, болтик, заклепочку, допустим, шлифануть. Вот это да. А это уже такое уже большое. Когда уже на станке, это уже большие детали. Допустим, широкий. Вот хочу сегодня показать ножик. Ну, вот он узенький как бы. А вот широкий ножик тоже можно здесь. И вот я такую вот шарошечку поставил самодельную. Это можете посмотреть по ссылке в описании. Ну и давайте начнем. Шарошечка очень простая. Наждачка 40-я. Вот видите, риски такие вот большие. Взял 40-ю наждачку. Потом по степени износа наждачки, ну и, естественно, шлифовки буду брать зерно все мельче, мельче и мельче. И вот так вот можно дойти до пасты Гоя. Видите, вот какие царапины на ножике большие. Вот я взял 40-ю наждачку. Извиняюсь, 60-ю взял наждачку. 40-я наждачка сильно трудно потом риски. Вот получается вот примерно вот, ну вот, наверное, вот такие вот риски трудно выводить. Поэтому я взял 60-ю и вам рекомендую. Начинайте с 60 или с 80-й. С 40-й сильно риски плохо выводить. И вот начнем. И сейчас вот замотал ножик, естественно, чтобы вот больстер вот здесь вот не поцарапать наждачкой. Это обычный малярный скотч. И все, и начинаем. Не буду отнимать ваше время. Включаю. Все крутится. Наждачка вот по ходу намотана, вот еще смотрите. Она, видите, она прям в плоскость вписывается. То есть если обратный ход будет, то она зацепит. А станок у меня вот сюда вращается. Ничего страшного, вот этот вот, не бойтесь. Вот смотрите. Включаю, вот кончик. Видите? Ну и давайте начнем. Начинаем. Подставляем ножик, придавливаем и медленным ходом поехали. И прям палец, вот видите, шлифую. Вот что получается.
вписываюсь в плоскость ножа, на месте не стоим. Смотрите, какая красота. Не надо вот брать там ленту, опять же, вот на гриндере. Надо постоянно менять ленты, целый набор лент, куча денег. Вот. Если мне там надо один нож в месяц шлифануть, то это я могу и на шарошке сделать. Не бойтесь. Вот можно кончик прям пальцем задевать. Видите? Вот палец. Ничего страшного в этом нету. Вот я могу вписываться в плоскость, кончик шлифовать. Не бойтесь эту шарошечку. Я ее в торец вот наждака. Ее просто прикрутил, мне так удобно. Не надо менять ее, снимать, она вот плотно здесь сидит. Конечно, можно взять отдельный станок, поставить там патрон на дрель, туда вот вкручивать. Ну, мне буквально там раз в месяц. А то, может быть, и реже. И вот иду. Медленно ведем, слегка надавливаем. Вот, посмотрите. Вот работает. Процесс долгий, но... Вот видите, тут ямка. Ее надо убирать вот таким способом. Крест-накрест делать. И тогда металл, получается, кубиками срезается быстрее. Если только по прямой, будет хуже. Вот такими вот методами. Вот. На месте не стоим. Видите, режется туда-сюда, туда-сюда. И вот это вот уберется яма. И шлифуем. Похоже, риски глубокие. Естественно, не забываем про защиту. Я работаю в очках всегда. Ну вот, отшлифовал я, но все-таки я взял 40-ю наждачку. 60-я, сильно были риски большие, одел 40-ю. Вот давайте еще раз проверим сейчас. Вот еще проходы сделаем сейчас. Полностью. Шлифовка идет в одну сторону, то есть на себя я делаю. Придавливаем. До конца. Все. Вот она, видите, полосы пошли. Как только вот такие полосы пошли, все, вы отшлифовали. Если будут вот такие вот ребра, как стиральная доска, вот здесь вот немножко есть, это значит, можно продолжать дальше. И до конца, вот они, полосы. Я их прям чувствую. Ну, это придет, руку набьете. Вот они. Все. Вот сейчас можно 60-й наждачкой, потом 240-й, ну и в конце 400-й. Поставил 60-ю наждачку. Ну, то есть у меня шарошка уже другая, эту я не разматывал, она вот она у меня. Их можно несколько наделать. Вот и все. Вот она. 40-я, 60-я. Все. Точим. То же самая технология. Сейчас уже убираем предыдущие риски. Вот видите, полосы пошли. Все, можно переходить на другую наждачку, в принципе. Ну еще раза два шлифануть. Самое главное, всю плоскость берите. Вот видите, еще не дошел, полос нету. Такая вот ребристая стиральная доска.
полетим. Ну все, полосы есть, можно переходить дальше. Вот теперь 400-е, все. Сейчас уже можно матовый делать. Если пасту Гои взять, матовый будет. Сравниваем здесь. Вот. Смотрите. 15-20 минут работы одна сторона. Но около часа на все вот это уйдет. Если хотите сделать в зеркало, то есть зеркальное отражение, то это надо на 400-ю наждачку переходить, потом на 800-ю, 1200, и, наверное, уже после, да, где-то уже после 1200 уже пасту Гои брать. Уже где-то номер 2. Но она тоже по номерам. А если хотите в матовый цвет, уже можете сейчас, после 240-й, уже пасту Гои взять, и он будет матовый. Если 400-ю возьмете, матовый будет уже посветлее наждачку. И вот в зависимости от вашей цели, что вы хотите, то вот и получится. Но риски убрались, все. Ну и сравнение вот этих 3 способов. Бормашинка, ручная и вот это. Ну, по энергозатратам, конечно, это ручная. Устаешь больше, это будешь где-то несколько часов шлифовать. Это 100%. Даже, наверное, весь день уйдет на эти 2 стороны. А как бы еще и на второй бы не осталось. Бормашинкой это слишком большой объем работы. Она маленькая. Захват будет в половинку где-то, вот даже если этот ножик взять. В половинку, то есть от этого лезвия будет тоже долго. Часа 2 будете бормашинкой, не меньше. Опять же, бормашинка нагревается. Она коллекторная, ее сильно долго нельзя, чтобы она, потому что сгорит. Либо тогда в 2 бормашинки одна работает, вторая отдыхает, либо тогда одна. Поработала 15 минут. Да у них по паспорту 15 минут работы, 15 минут отдыха. Или в зависимости от нагрузки. Как надавил, то есть как вот давишь, как вот, так и может нагреться за 3 минуты. Давать остывать. Ну а вот это электродвигатель, промышленный. Он даже не нагрелся. Работает с конденсатором. То есть я вот могу их в день сделать 10 штук вот таких полировки. 10 штук. Ну, неспокойно, но примерно 8-10 штук получится. То есть вот такой вот способ. И экономичный, и довольно быстрый. Вот на электродвигателе. Вот рекомендую. Вот сами делайте выводы, что вам больше нужно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.